Всех приветствую! Вы находитесь на канале, который посвящен плавающим вездеходам «Лесник». Сегодня у нас на тест-драйве наша самая простенькая, самая бюджетная модель, но от этого она не менее интересна. Пользуется большим спросом, очень часто заказывают эту модель. Речь пойдет о вездеходе, снегоболотоходе «Лесник М». Поехали! Модель вездехода снегоболотоход «Лесник М». Производство предприятие ООО «Лесник», город Вологда. Это вездеход на шинах низкого давления. Мосты вездехода УАЗовские. Вездеход не имеет водоизмещаемого корпуса, не имеет лодки. Плавает за счет водоизмещения колес. К данному вездеходу предлагается очень большой список дополнительного оборудования, который включает в себя всевозможные защиты, боковые поручни, открывающееся лобовое окно, лебедка, слани, чтобы спать, автономный предпусковой отопитель, много еще чего. Все у нас на сайте представлено, на все написаны цены. Ссылочки я оставлю в описании к этому видео. Кому интересно, заходите, пожалуйста, смотрите. Конкретно на этом вездеходе, который сегодня мы обозреваем, установлены такие опции, как силовая защита передней части вездехода, открывающееся лобовое окно, быстро переставляемая лебедка, которую можно устанавливать как спереди, так и сзади вездехода. Также вездеход оборудован сланями для организации спальных мест и автономным отопителем салона. Ну и, конечно же, на данном вездеходе установлена всеми любимая, нами отработанная, очень надежная, очень классная опция система центральной подкачки шин, которая позволяет прямо во время движения вездехода регулировать давление в колесах. Напомню, что от давления в колесах любого снегоболотохода зависит практически все. Управляемость, комфорт, проходимость, все зависит от давления в шинах. Ну и пару слов скажу еще про цвет. Вот данный вездеход окрашен в наш фирменный цвет. Мы его называем оливковый цвет. Делается он путем смешивания оранжевой краски и краски хаки. Но также за доплату вы можете заказать вообще любой цвет. То есть если в каталоге Rail есть такой цвет, мы можем вам его покрасить. Это недорогая опция. В ходе вот этого обзора мы все это вам подробненько покажем, расскажем. Габаритные размеры вездехода. Длина 3700 в миллиметрах, ширина вездехода 2320, высота 2600. Клиренс 490 миллиметров, расстояние осевое, то есть по осям колес, 2200 миллиметров. Вес вездехода. Снаряженная масса вездехода, которая включает в себя все заправленные емкости, все жидкости, комплект инструмента и зипа, составляет 1 тонна 250 килограмм. Вместимость вездехода. Спереди по центру водитель, с левого края еще есть пассажирское дополнительное место, и 4 человека могут разместиться в грузопассажирском отсеке. Итого 6 человек. Грузоподъемность вездехода составляет 500 кг на твердых грунтах и 300 кг при преодолении водных преград. Максимальная скорость данного вездехода 50 км в час. К слову сказать, комфортно передвигаться, вот чтобы не перекручивать двигатель, чтобы ничего не напрягало, это скорость 40 км в час. Расход топлива у данного вездехода от 3 до 7 литров в час. Топливный бак находится с правого борта вездехода объемом 40 литров. Колеса на вездеходе устанавливаются размерностью 1300 мм плюс-минус. Конкретно на данном вездеходе, в данном случае у нас установлены колеса Трекол размерностью 1300 на 600. Давление, на котором эксплуатируется вездеход с данными колесами, составляет от 0,3 атмосферы до 0,05 атмосферы.
Давайте заглянем в моторный отсек, поподробнее посмотрим, как у нас устроена силовая установка и трансмиссия данного вездехода. Двигатель вездехода объемом 1,6, 8-клапанный. Кто-то спрашивал в комментариях, не встречаются здесь поршни с клапанами, если ремень обрывается. Это двигатель ВАЗ-21114. Мощность двигателя 83 лошадиные силы, 120 ньютонов на метр крутящий момент двигателя. Двигатель агрегатируется с коробкой перемены передач ВАЗ-2110. Дальше привода идут посредством карданных валов на передний и задний мост. Мосты на вездеходе установлены обычные УАЗовские, так называемые колхозные мосты. Это мосты, разрезные мосты Тимкин. Рулевое используется на вездеходе червячный рулевой редуктор с гидроусилителем от автомобиля УАЗ. Коробка перемены передач у нас дорабатывается на предмет установки привода сцепления гидравлического, то есть на родной коробке 2110 там идет тросовое включение сцепления, мы устанавливаем, переделываем на гидравлическое. Также в коробке перемены передач полностью блокируется дифференциал. То есть, другими словами, вездеход имеет постоянный полный привод. В самих дифференциалах мостов блокировки мы сейчас уже не устанавливаем. Если у вас возникли какие-то трудности с диагональным вывешиванием, все это очень легко решается системой центральной подкачки шин. Какие еще особенности у нас здесь есть? Ну вот я уже говорил про управление, когда рассказывал. У нас устанавливается радиатор от Chevrolet Нивы, который имеет два электровентилятора. Первый режим, автоматический режим охлаждения двигателя, тогда, когда охлаждающая жидкость нагревается до температуры 70 градусов, он срабатывает в автоматическом режиме, два вентилятора крутятся оба, но медленно. В случае необходимости, когда вам этого недостаточно, есть второй режим, который полностью независимо ни от каких датчиков включается вручную, при этом оба вентилятора начинают вращаться с большой скоростью, так как это крутятся они на обычном автомобиле. Еще одна особенность данного вездехода, у него отсутствует передняя подвеска. Сделано это в угоду компактности вездехода. То есть вездеход в ширину составляет 2320 мм. Это очень хорошо при маневрировании в лесу. Но, к сожалению, это невозможно сделать, если добавлять полноценную подвеску, при этом оставив такое же внутреннее пространство в вездеходе, как сейчас. Но здесь есть еще один вопрос в вопросе. На самом деле, на данном вездеходе неправильно считать, что отсутствует передняя подвеска. Мы делаем вездеходы и полноподвесочные, они просто делаются немножко для других задач. Правильнее говорить, что на данном вездеходе присутствует задняя подвеска, но нужна она здесь не для комфорта. Здесь она нужна для того, чтобы не делать очень крепкий и прочный, очень тяжелый кузов. То есть сзади установленные рессоры, задний мост он на рессорах, сделано это для того, чтобы гасить колебания кузова, для того, чтобы не пришлось делать заведомо очень тяжелый и очень жесткий кузов. За счет мягких колес, за счет того, что есть система центральной подкачки, вездеход достаточно комфортно передвигается даже по полю, даже по пашне, только нужно при этом помнить, что нужно правильно подобрать давление в шинах. Кузов вездехода. Кузов вездехода каркасно-панельного типа с интегрированной рамой. Рама вездехода делается из профильной трубы квадратного сечения размером 60 на 60, толщина стенки профильной трубы 4 мм. Дальше идет строение корпуса вездехода профильной трубкой различного сечения, но в основном используется профильная трубка 20 на 20, стенка 1,5. Обшивается дюралюминием D16 AT толщиной 1,5 мм. Окрашивается кузов защитным покрытием Raptor с предварительным нанесением двухкомпонентного эпоксидного грунта. Надстроечная часть кузова. В передней части вездехода, там где находится водитель и дополнительное приставное пассажирское место, полностью защищено сверху дюралюминием. Дальше грузопассажирский отсек уже идет тентованного исполнения.
тенте у нас имеется 3 больших клапана окна, окно сзади и, соответственно, 2 окна по бокам, которые очень удобно сворачиваются в шторку и фиксируются. Вездеход снегоболотоход Лесник М сертифицирован, обеспечивается всеми необходимыми документами для постановки на учет в органах Гостехнадзора. Для управления данного вездехода требуется категория А2, категория тракториста-машиниста, категория А2. Значит, на вездеходе предусмотрено место для крепления регистрационного знака. На вездеходе нанесена маркировка ударным способом на раме вездехода с левой передней его части, немножко за колесом. А также все это продублировано на табличке шильде, которая находится на щите моторного отсека. Там есть информация о производителе, о технических условиях, на основании которых сделан вездеход, и, соответственно, его год выпуска, серийный номер и номер двигателя. С каждым вездеходом идет подробное руководство по эксплуатации, паспорт изделия, сервисная книжка. Также идет комплект инструмента, комплект зипа. Все, что вам может понадобиться в первое время эксплуатации, все там есть. Ничего, купив вездеход, ничего докупать не нужно. Для того, чтобы вы уже начали ездить, начали знакомиться с техникой, все вплоть до ремонта бескамерных шин, все там есть. Ну и есть еще на вездеходе какие-то вещи, которые устанавливаются в базовой комплектации на каждый вездеход. Например, вот транец для подвесного лодочного мотора, он на каждом Леснике М уже установлен в базе. На вездеходе установлена вся оптика, какая полагается. Значит, головной свет — это фары Hella. Идет ближний линзованный свет галогеновый, дальний просто галогеновый с лампой габаритного огня. Указатели поворотов. Все возможные, все нужные отражатели на вездеходе присутствуют. Внутри вездехода есть 2 плафона внутреннего освещения. Сзади вездехода фонари габаритные, поворотов, стоп-сигналов, подсветки номера. Все, что положено, все присутствует. Защита у вездехода, ну, может быть, она, конечно, не такая прям какая-то уж очень сильно развитая, но прекрасно справляется со всеми своими задачами. Органы управления. Органы управления у вездехода, они идентичны автомобильным. Круглый руль, подрулевой переключатель, левая педаль сцепления, правая педаль от дроссельной заслонки, в простонародье педаль газа. Посередине педаль тормоза. Под правой рукой у нас находится рычаг переключения коробки перемены передач. Здесь алгоритм включения, переключения коробки передач такой же, как в легковом автомобиле. Все очень просто, все как в обычном автомобиле. Единственное, значит, здесь у нас немножко по-особенному работает система охлаждения двигателя. Она имеет 2 режима. Один режим — это, значит, у нас идет автоматический режим работы, в котором 2 электровентилятора, которые находятся на радиаторе, они крутятся вместе одновременно, но медленно при этом вращаются. И есть еще второй режим, режим, скажем так, быстрой, очень эффективной работы. Когда мы его переключаем вручную, вентиляторы начинают вращаться также оба, но очень быстро. Это нужно в некоторых случаях, ну, в первую очередь это нужно, когда очень быстро передвигаешься по асфальту с очень большой скоростью. Ну и здесь какие-то особенные атрибуты, связанные с тем, что это вездеход. То есть мы видим здесь манометр, показывающий давление воздуха в колесах. Значит, какое это давление, все здесь у нас на табличечках все указано, все можно почитать, ознакомиться, попробовать, поэкспериментировать, под себя подобрать. Так как на вездеходах мы последние годы стали устанавливать открывающиеся окошки лобовые, панель приборов мы перенесли наверх. Одна часть это где контрольные приборы, контрольные лампочки, контрольные приборы, тахометр, счетчик моточасов,
И вторая консоль, она находится с правой стороны. Она отвечает, как правило, за какие-то тумблера, кнопки, которые являются уже опциями. Здесь вот мы видим пульт управления автономным отопителем салона, в простонародье называется фен. Это вот, значит, идет управление штатным отопителем, освещением. Это вот тумблера подкачки, то есть спускаем колеса, либо накачиваем колеса. Эта кнопочка, она отключает подсветку, то есть если мы включаем, допустим, фары, у нас загораются подсветки, но если здесь опций на вездеходе было установлено бы больше, то вот таких кнопочек было бы больше. И когда ночью едешь, чтобы не слепило, и вот нажимаешь на кнопочку и просто отключается, чтобы не слепило. Ну и вот вверху у нас здесь полочка, так называемая полочка для сигарет, то есть какую-то мелочевку, легкие вещи, не знаю, документы. Там все так сделано, что оно никуда не выпадет. Здесь внизу, где раньше у нас была панель приборов большая, теперь находится большой бардачок, очень удобный. Справа находится еще более глубокий, еще более больший бардачок. В этом же месте две у нас розетки на 12 вольт для зарядки каких-то гаджетов. Это бачок омывающей жидкости ветрового стекла, электроочистителя. Это вот штатный отопитель, который работает от системы охлаждения двигателем. Ну, в общем-то, вот и все. Очень все просто, все аскетично. Здесь у нас лесник М, он не имеет цельнометаллического кузова, он не имеет отделки, он не имеет утепления. Поэтому все у него так вот простенько, все аскетично, но все сделано нормально, все везде герметиком обработано. То есть здесь ни вода, нигде ничего у вас не потечет, нигде ничего не накапает. Здесь у нас замок зажигания, блок предохранителей, сигнал. Здесь идет электропроводка в специальных защищенных кабель-каналах. Это идут шланги на отопитель. Там стоит кран, который закрывает, открывает, чтобы дозировать горячий, холодный воздух на печке. Еще одна замечательная опция, которая установлена на этом вездеходе, это слани для организации спальных мест. Значит, сами слани находятся вот здесь вверху. Они образуют такие небольшие палати, куда можно убирать какие-то легкие вещи. Сидушки. Ну, если у нас вездеход был бы цельнометаллический, лесник М-Север, то вот эти вот сидушки, они бы располагались вот так вот. Но так как это вездеход тентованный, поэтому сидушки друг на друге, от этого еще, в общем-то, достаточно мягче сидеть. Значит, как это все разбирается? Здесь вот у нас есть страховочная резинка, для того, чтобы это все случайно не выпрыгнуло. Вот это вот отверстие под специальные направляющие, которые здесь находятся, куда эти слани укладываются. Значит, три вот таких вот красивых фанерки. И у нас получается большое спальное место. Вот так вот размер 1860. Вот так вот размер 2 метра 20 сантиметров. То есть либо вот так у нас спят два очень высоких человека и один, ну, ребенок или невысокий человек. Либо можно спать вот так вот вдвоем. Собирается все так же просто в обратной последовательности. Все, можно дальше продолжать путешествие. Каждый вездеход перед тем, как отгружается покупателю, проходит заводскую обкатку.
Также мы на заводе делаем сразу же ему первое техническое обслуживание, которое включает в себя замену фильтра и масла двигателя. Сам по себе вездеход мы позиционируем как простой утилитарный вездеход. На самом деле этот вездеход может очень многое. Но если рассматривать с точки зрения каких-то больших профессиональных машин, скажем так, он может все, но всего понемногу. Собственно говоря, за это его и любят. Потому что вездеход простой, вездеход недорогой, очень нравится охотникам, охотхозяйствам, лесозаготовителям. Любят они его именно за простоту, за небольшую стоимость владения этого вездехода. И вот данная тентованная версия, она, получается, у нас на сегодняшний момент занимает, наверное, львиную половину доли выпускаемых нами вездеходов. Есть точно такая же модель вездехода, точно такой же технический вездеход, но цельнометаллический кузов. Эта модель называется Лесник М-Север. Кому интересно, ссылочку я тоже оставлю. Мы недавно делали обзор на этот вездеход. Это точно такой же по конструкции, по размерам вездеход, только он получается немного дороже и на 250 килограмм тяжелее за счет того, что у него цельнометаллический уже дюралюминиевый корпус. Там уже идет утепление, там уже идут все двери, окна, все отделка, уплотнение везде на дверях. Из-за этого он получается тяжелее. И тут уже, в общем-то, каждый для себя решает, что ему важнее. Потому что мы понимаем, что 250 килограмм лишнего веса, это скажется на проходимости. Также для перевозки всех выпускаемых нашим предприятием вездеходов мы производим прицепы. Прицепы для перевозки их за автомобилем. Мы выпускаем две модели прицепов: короткий прицеп и удлиненный прицеп. Короткий прицеп для перевозки моделей, как вот это Лесник М, Лесник М-Север. И еще мы делаем бортоповоротные машины Лесник Турист. Туда тоже короткий прицеп используется для их перевозки. И удлиненные прицепы для перевозки вездеходов Лесник Профи и Лесник Экстрим. В следующее видео мы как раз таки сделаем видео-обзор вот этих вот прицепов, где вам все это подробненько покажем, все расскажем, как это ездится, возится, загружается и выгружается. На сегодня все, что хотели мы рассказать про эту модель. Если что-то непонятно, что-то интересует, спрашивайте в комментариях. До следующих встреч. Пока.